Готовлю быстрый Наполеон из готового слоеного теста. Остается только приготовить заварной крем и собрать тортик. Возни с тестом не будет. Тортик получается весом 800 грамм. В упаковке у меня 900 грамм дрожжевого теста. Буду использовать половину. У меня это 2 длинных листа. Размораживаю. Раскатывать не надо. Чуть разморозилось, разрезаю по размеру будущего тортика и укладываю на противень. Отправляю в духовку на 35-45 минут при температуре 180 градусов. А вы на канале готовим с вами вместе. Коржам даю остыть и затем с них снимаю золотистый хрустящий верх и золотистое хрустящее дно. И обязательно золотистые хрустящие краешки и уголочки, чтобы они не мешали разделять испеченный корж на 2 коржа. Вот так сбоку начинаю подрезать на 2 коржа и потом разделяю. Вот такие коржи получаются. Если даже коржи получились не очень красивые, то Наполеон всегда будет красивый и вкусный. А теперь готовлю крем. Это один из вариантов заварного крема. Можно приготовить и по другому рецепту. Сахар 200 грамм. Щепотка соли, 2 столовые ложки обычной муки, перемешиваю и добавляю по 1-4 сырых яйца. Вполне можно использовать миксер, но мне удобно венчиком. Да, еще добавляю ванилин или пакетик ванильного сахара. И теперь постепенно, понемногу вливаю пол-литра теплого молока. Добавила, перемешала, добавила, перемешала. Таким образом не будут образовываться комочки. Хорошо размешиваю, все собираю с боков, с уголков и с дна кастрюли. А затем кастрюлю переношу на очень маленький огонь. Не отхожу ни на шаг и постоянно помешиваю. Крем постепенно густеет, начинает булькать. Булькает 10-15 секунд и крем готов. Часть крема откладываю в отдельную чашку. Он пойдет на бока и наверх тортика. Крем использую горячий. На дно тарелки наношу немного крема и укладываю первый корж. Он должен быть ровный и целый. Дальше крем, а следующий корж можно составить из обрезков и отдельных кусочков. В торте такой слой будет казаться красивым и многослойным. Сверху опять крем, не жалея. И так собираю тортик, пока не закончатся коржи. Целый корж, крем, слой из кусочков, крем. Последний слой, последний корж целенький. Все целые коржи и всевозможные обрезки коржей пошли в дело. Так тортик получается выше и больше. И каждый слой обязательно промазываю кремом. Если тортик получается высокий, как у меня, от большого количества крема он может заваливаться на бок. При помощи 2 ножей выравниваю, чтобы тортик стоял ровно. Уложила последний целенький корж и на него выкладываю крем, который откладывала заранее. Разравниваю, еще раз поправляю тортик, чтобы стоял ровно. И наношу крем со всех сторон тортика по бокам, скрывая неровности и какие-то недостатки. Обрезки коржей сверху, с дна, из краешков и уголочков измельчаю и при помощи силиконовой лопатки наношу эту крошку на бока тортика, а также крошкой украшаю верх тортика. И Наполеон из готового дрожжевого слоеного теста готов. Отправляю в холодильник на стабилизацию. Прошло всего лишь 2 часа, но очень хочется посмотреть, какой он в середине. Отрезаю кусочек на пробу. Хорошо режется, отлично держит форму и на срезе выглядит очень красиво. Многослойный, много крема и на вкус прекрасный домашний тортик. Вот так быстро сделать Наполеон. Для такого Наполеона можно использовать как дрожжевое, так и бездрожжевое слоеное готовое тесто. Спасибо за просмотр, комментарии, лайки, подписку и делитесь с друзьями. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!